Каким бы ни оказалось путешествие, это всегда время для размышлений. Мы получаем новые впечатления, знания, эмоции, которые обогащают и делают нас чуточку мудрее. После каждой поездки мы возвращаемся домой немного другими, ведь наш кругозор расширяется. Путешествие – это прекрасно. Всем привет, с вами Максим, и в этом видео мы отправимся в увлекательное велопутешествие. Проедем 700 километров по югу, по западу Беларуси. Стартуем в городе Калинковичи, заканчиваем в Гродно. Впереди нас ждет гравийка, асфальт, переправы, смешные моменты. Будет очень интересно. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы поехали в Полесье. Я не могу поднять, я на шорты не дают. Шорты не все. Время, чтобы вы понимали, 23:40. И Славик готов уже стартовать. Мы стоим на вокзале, велики полностью запаковали. Сейчас двигаемся на поезд, загружаемся. Впереди ночь в поезде и приезжаем в Калинковичи в районе 5 утра. Начинаем. Стартуем. Полетели. У нас возникла первая проблема. У нас достаточно много вещей, и нас двое. И мы сейчас это понесем. Приключения уже начинаются. А мы еще даже не дошли до поезда. Фух, спустились. 23:48 поезд прибывает, у нас примерно еще час 20. Еду я в своей новой велообуви, мавики, кроссмаксы и шорты. Трекинговые взял, но так как в поезде 5 часов, не стал ехать в велоодежде, так же как и Славик, в обычной майке и обычные шорты легкие. Приедем в Калинковичи и будем там уже переодеваться в велосипедную форму и будем лететь. Все просто. Все очень замечательно. Пока стоим, ждем, уже что-то принесли. А ты мне ничего не взял, да? Нет, конечно. Зачем? Ты же видишь, я вот скоростущий организм. Мне надо кушать. Я совсем схуднею. Буду тощим, худым. Заваривать себе кофеечек. Будет интересно уже все. Ага, будет очень весело. А это только первая серия, мы только начинаем. Было тяжко, мы поднимались оттуда. И теперь, да, мы теперь здесь. Настроение у нас поездатое. Осталось буквально часик подождать. Будем загружаться в поезд, еще один экспириенс последний. Ну и все, и дальше выгрузка. Ну а там уже попроще. Велики вот так поставили, а сверху мы будем спать. Вы посмотрите, как он элегантно лег. У него даже ноги не упирают. А у меня туда все на соседнюю полочку. Камеру вырубай. Подушечка, да, что, как? Вот так вот. Раз. И вот, все. И вот так. ЖД станция Калинковичи. Вроде бы поспать удалось. Выспался, подремал. Там, конечно, бабуля храпела. Ну, хорошо, что жарко хотя бы не было. Поэтому все, сейчас велики тащим туда и будем их собирать. Правильно? Да, конечно же, да. Время 6 утра. Взяли себе пирожки. Взял еще вафли. Кофе очень горячий. Пересобрать тут вещи некоторые. Ну, пораскладывать, пораскидывать по сумкам. Времени у нас, в принципе, вот так вот. Поэтому
все успеваем. Наконец-то собрались. Вельчики выглядят просто фантастически. Сейчас немножко пробежимся. Подсидельная сумка Апидура 17 литров. Тут бензобак. Нарульная 14. Дополнительный. 2 сакры и стульчик. Так как внутрирамная Апидура еще не успела ко мне прийти, на месте будет стул. У Славика немножко другой комплект. У него на вилке 4-литровые сумки. Нарульная. Масей. Подсидельная на 14. Форс и массивочка. И у нас сзади по такой сумке сакра. Будем потихонечку выдвигаться. Впереди у нас сегодня 68,7 километров, набор 408. Первая достопримечательность — это поезд. Мы сегодня едем не спеша, 69 километров. На часах сейчас почти 7 утра. Тучка у нас немножко затрагивает, но по прогнозам вроде мы туда от нее сейчас отдалимся и, думаю, дождь прекратится. Оно так обычно и бывает. Мы отдаляемся вместе с дождем. С нами дождь, с нами сила. Наконец-то выехали, ждали, когда жара спадет, а приехали и опять дождь. У нас все повторяется, все как всегда, все как мы любим. Едем. Сколько там осталось? 125. Мы только выехали. Дождь пройдет. Наступит утро ясное, солнце зайдет. Дальше нет слов. Закончили. Не хотелось бы ставить палатку по дождю. Может быть, даже первый день будем искать какой-то кемпинг. Будем посмотреть по ситуации. Мы двигаем в Мозырь. Маршрут нас свернул прям на гравийку. Предыдущий ролик у меня был камни 200. Тот, кто не смотрел, посмотрите, как мы там мучились в грязи. Выезжаем на асфальт. Прощай, грунтовка. Класс. Мы довольны. Понимаешь? Ку-ку. Вот мы выехали с Калинкович через грунты, через какие-то Чигиревичи. Это все мысли о Норвегии, просто понимаешь. Норвегия. Мы уже в Скандинавии. В Исландии. В Исландии. Ну да, в Исландии. В Исландии. Вы поглядите. Прямо перед Мозырем велосипедная дорожка. Ну не красота ли, ну вообще красота. Камеру вырубай. Дождь нас просто не щадит. На камнях 200 он лил. И в первый день велопутешествия до вечера, до нашей остановки не проходит. Будем искать где-то остановку именно в кемпинге, домик какой-то, либо хостел. Движение лютое. Речка Припять, но это не речка, это целая река. Это ли не красота, товарищи, а? Это ли не красота? У нас будет 2 банана. Блядь, болван. Мифический. Почему нам так не везет с погодой? Ну, нам доехать тут 4 километра до Мозыря. И там какая-нибудь кафешка, надо засесть. Ехали бы сейчас, вообще наслаждались. Но этот дождь, почему он именно сейчас пошел? Остановились все-таки на остановке. Остановка называется Дюш. Заходим сюда, и тут просто знак иллюминатов. Масоны? Не, иллюминаты. Иллюминат? Вроде иллюминаты. Потому что дождь льет капец. Нам хотя бы его чуть-чуть переждать. Сейчас посмотрим по радарам, как он там. Если немножко он утихнет, поедем. Пока переждем здесь. Остановка цивильная. Здесь, в принципе, можно было и спальники класть. И спать ложиться.
Кстати, на данный момент проехали 19,3. Выехали с остановки и чуть не проехали костел Успения Пресвятой Девы Марии. И при нем здесь есть монастырь цистерцианок. Доедем до Мозыря, там уже будем где-то тусить и где-то кушать. Мокрые псы. Зашли в кафешку в центре Мозыря, называется Пирожковая. Нам тут чел посоветовал, который владелец пиццерии. На улице дождь, но по прогнозам вроде он в час должен быть уже более-менее меньше. Мы сейчас тут посидим, попьем тут горячий чай, посмотрим, что там по хостелам. Будем созванивать с хостелами и искать какое-то что-то, потому что, ну, ехать по такой погоде и ставить палатку — это просто unreal. Булочки. Налейте водочки. Мы едем домой. Знаешь, чтобы коньяку бы шаг. Сколько денег? Взял себе смаженку, 2 таких пирожных а-ля типа картошки. Посмотрим. У Славика, кстати, была булка со сгущенкой очень вкусная. И чай. Поэтому за наше здоровье. За влажное начало. За дождливое начало этой поездки. Идем смотреть сейчас замок. Вон, видите, замок. И приняли решение, что мы поедем в Лельчице. Это почти 79 километров. Там есть гостишка. И будем заселяться там. А дальше нам повезет. И мы, в принципе, там следующие 2-3 дня у нас будет погода шикарная. Да. Я договорился. Просто так в тему белорусская Полесье. Поднялись в Мозырский замок. Вход платный, 4,5 рубля. Сейчас мы все это обойдем. В какой-то можно башне даже зайти, там в колокол постучать. Ёпт! Славик! Это же кабан! Здесь кабаны бегают, ноги кусают. А это лось. Лось — это ты. А в нашем деле не помогается. О, стол накрыт. Слушай, а мы пришли как раз обедать. Воровство — смертный грех, смотри. Не, оттуда будет с той башни вообще классный вид открываться. А ты прав. Как только мы зашли в музей, сразу распогодилось и дождь прошел. Магия. А вот я, кстати, если бы у нас была такая беседка, реально сюда бы спальник, каремат, и можно здесь было спать. Ну, конечно же, как же без площади Ленина? Без него никак. Заходим во вторую башню. Сигизмунд. О! О! Ну явно это не нам, да? Подарки. Алло. Магия? Это же Красава! класс. Первое упоминание о вот этом замке было в 1509 году. И этот замок выполнял оборонительные функции, считался государственным. Короче, все понятно. Все понятно. Тут все написано. Все написано, скриншоте читайте, что вам не... Нет, ну да, мне кажется, такие постройки к 1155 относятся. Да. Я как историк с нулевым стажем Отвечаю. подтвердить. У нас немножечко меняются планы. Ввиду того, что везде облачность, осадки приличные, везде лужи, грязь и так далее, мы подумали сегодня на Припяти, наверное, не ночевать, а поехать в Лельчице. Это дальше нашей запланированной стоянки. Забронили гостиницу там, короче. Переночуем, посмотрим завтра, как будет с погодой. Если будет все топчик, то уже будем ночевать в палатках в Турове. Дождь валит.
валит конкретно. Настроение как бы нормальное, но немного неприятно. Ну, дождь вот такой. Купил себе дождевик, обычный какой-то зашел. Вот в 3 цены какой-то обычный дождевик. И это называется закон полости. Как только мы одели чисто пакет, просто пакет, дождь почти сразу прекратился. Его почти нету. Мозырь там находится на вершине. Очень много подъемов затяжных. Вот, кстати, по велодорожке проедем немножечко. Обед? Пойдемте сходим, посмотрим источник. Ну, вот здесь есть кострище, беседки, кабан, лось. Источник живой воды Ольховица. Ой-ой, грязь. Я прям затопился здесь. Это речушка. Куча замков. Ух ты! Чуть не завалился, очень скользкий мостик. Красота какая, а? Здесь еще даже можно сидеть. Не зря говорят, что в Полесье очень много комаров. Они прям даже могут велосипедистов унести. А вот вам полесские леса. Красота. Скинул дождевик. Хотя вроде даже не намок практически под ним. И даже не вспотел. В принципе, нормально как-то. Дождь как бы не сильный, но газочек нажимаешь, что уже как-то так ощутимо становится. Зашел полюбоваться природой. Никогда вот под таким дождем и так долго не ездил. И я понял одно, что в дальнейшем я хочу себе штормовую куртку купить. Они, во-первых, дышат, в отличие вот от таких дождевиков, просто пакетов. Дождевик пончо, он классный. Но, например, если какие-то спортивные достижения делать, либо просто ездить постоянно, реально в нем потеешь. Да, он спасает от дождя, но не так комфортно, как в той же куртке. Решили тормознуть на такой вот площадочке. Комсомольское озеро называется. Немножко почились. Как-то раньше я их не замечал, а тут ты едешь и прямо не везде. Беседка раз, столик, мусорка, правда заполненная. Тут беседка, тут какое-то озеро. Он просто льет как из ведра. До отеля осталось буквально 45 километров. Увидел зону отдыха, отдохни. Подожди, мы же здесь не будем, да, спать? Ты дурак, да, дурной? Настроение прекрасное. Белорусское Полесье. Ты нас встретила прекрасно, и дождем нас угостила, и трусы мои Промочила. вмочила. У нас максимальный трэш. Мокрые в слюни. Включили колонку, чтобы немножко мозг разгрузить. Осталось 40 километров. Даже в Норвегии такого, наверное, нет. Мы мокрые насквозь просто. Уже даже эти пакеты не спасают. Но у нас настроение полные штаны. Дождь пошел, кстати, еще сильнее. Фух. Что-то Славик немного отстал. Классно ехалось. Супер. Такой домик. Вот я сейчас тут его подожду. Верно говорят, что в Полесье очень много комаров. Я даже в этот домик заходить не буду. Поставил пока велик. И у меня все ноги просто уже мокрые. Там вода налита. Переводим дух и едем дальше. И здесь вот такой вот аист. Здесь, наверное, был какой-то колодец.
Встречаем этого бойца. Ебади! Я расшпилился я ехал, сзади фигня, блядь, не могу ехать с ним, смотри, он вообще, все, он расшпилился, я еду. Дождь утих, такой еле-еле моросит, скинул пончо, потому что пончо ехать невозможно, блин, просто. Так сносит в этой пончо, как будто ты на каком-то парусе летишь против ветра. Долечу уже так. Добрый шлях, Лельчинский район. До Лельчиц примерно 10 километров. Нашли вот такое местечко. Самое главное, что здесь нет ни единого комара. Какой-то вот один комар летает. Интернет здесь ловит. ЛТЕшечка, то есть можно тут сторисы позагружать. У меня там вода уже плавает. С Лельчиц до границы с Украиной остается там буквально 13 километров. Но мы уже эти 13 километров не поедем. Мы уже будем ехать уже, ну как бы по маршруту своему, в Туров. Но это будет уже завтра. У них солнце, у Сереги Норейка, солнце, а у нас нет солнца. А у нас всегда дожди. Павловский, Камчатская полночь, а у Славы и Максима опять идут дожди. Какая погода на Дерибасовской? Не, они на Дерибасовской, а мы на Брайтон-Бич. А мы белорусское Полесье. Белорусское Полесье. Короче, надеюсь, вам видно. Мы въезжаем в Лельчицы. Наконец-то. Осталось 2 километра до нашей гостиницы. И мы будем в номере. Интересный факт. В этом городке у Славика батя жил. Или родился. Родственный городок. Ну, приятненький такой, вот едем по центральной улочке, вообще реально очень приятненький, миленький. На въезде заправка, мойка. Даже, кстати, когда заехали, сразу было ощущение, как будто мы в Польше. Мы здесь. Мы в Польше. Ой, анекдот. Почему фрицы напали на Польшу в 39-м, а на Беларусь только в 41-м? Потому что долго проходили польскую таможню. Всем спасибо, до свидания. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, первый раз идет. Вот это движ. Вельчики выглядят вот так. И проехали мы за сегодня 103 километра. Вот так вот, хопа. Сохраняем. Гостишки. Сохраняем. Потому что мы промерзли немножко, вымокли, и нам нужен отдых. Отчиняем. Номер 33. 2 кровати, столик, холодос. Явно вон Wi-Fi есть. Главное, чтобы ванна была сейчас. Ну как? Так, а где мы посушим вещи? Как мы зашли в бар, мы Соньку с собой не брали, но сторис мы наснимали. Мы Соньку не брали, мы взяли Xbox. Напоминаю, перед тем, как вы посмотрите следующие ролики, употребление алкоголя нами не рекомендуется. Алкоголь это зло. Я никогда не воспринимаю. Алкоголь это зло. Это был черный чай, все нормально. Сказали, что-то чай? Да, но что-то он был как-то крепче чая черного. Ну, знаешь, такой вот чиферок. Помытый, высушенный, красивый, приятно пахнущий мужчина. Знакомиться с девушками Лельчиц. Ебари. Чисто в подкрадуле. Все хорошо. Она снова пошла. Пошла жара, и сейчас жара будет в ноги. Завершаем первый день нашего велопутешествия. Вот в такой вот позе. Зашли в магазин, взяли чипсиков, вот такие вот печеньки. Вот такое латте, сейчас, чтобы кофе немножко попить. И Славик взял воды негазированной.
проехали 103 километра. Тяжко в плане того, что был дождь, а так нормально. Завтра у нас в районе 63 километров планируется. Доброе утро, ребят. Как сушить обувь? Мы попали вчера под дождь. Мокрые слюни. Уже даже эти пакеты не спасают. Но у нас настроение полное штаны. Туалетную бумагу, либо газету в обувь запихивайте. Эта бумага забирает всю влагу. Кроссовки потом сухие. Сегодня едем до Турова. Второй день, начало. Погнали. Моем цепь, моем велосипеды. В гостинице, где мы ночевали, есть кафе «Убороть». Так же называется. Мы сейчас туда пойдем, позавтракаем нормальненько. Думали на заправку ехать, но это там только хот-доги. Хотелось нормально позавтракать плотничком, чтобы потом себя хорошо чувствовать. Погодка нормальная пока, дождя нету. Взяли с собой смазку Эпам. Ладно, шучу. Чтобы не брать большую бутылку от смазки, поэтому просто перелили в меньшую. И сейчас смазываем цепь. Ну, считаю, уже, да, пообедали, потому что время сейчас уже приближается к 2. Был хороший борщ. Филе куриное, картошка в соусе с морковкой и помидоры и компот. Вообще он меня бесит. Заплатили за все 7 рублей с каждого. Вообще шикарно. Где-то кушать полноценно, то надо искать какие-то вот такие вот столовки, кафешки. Но они работают, как правило, до 4. Да, дешево и вкусно, и прям плотничком. Мы нормально так поели. О. Дякую этому месту. Лечице, гостиница «Убороть». И кафешечка тут. Товарищ Максим чешет. Поедем в мою родную деревню, где я проводил каждое лето, раньше по детству. Вот сейчас заедем туда, называется Дуброво. Километров 8 до нее примерно. Все, поехали. Уехали. На выезде с Лельчиц велодорожка. Опа, вот так, и все, едешь. Сегодня как-то более ветрено, чем вчера. Посмотрим, что будет дальше. Но дождя нету. И это радует. Мы сегодня на расслабончике, на чиле. Если нас накроет дождь, то будем ночевать в гостишке. А дальше там вроде по прогнозам солнце должно быть. Почему именно сюда? Сейчас расскажу. Славик сам провел здесь все детство. Здесь жил дедушка с бабушкой, а работал в Лельчицах. Подъехали, он там сказал свою фамилию. И все, его там даже узнали. Сказали, ну такую фамилию мы знаем, да-да-да. По местам былой славы Славика. Так, что у нас здесь? Вот эта школа, где его батя учился. Я раньше тоже тут так же разгонял. Только я на взрослике тут катал под рамой. Славик поплыл по своим воспоминаниям. Говорит, я здесь и кино смотрел, бильярд, здесь мы танцевали, здесь мы это, здесь мы то. Ну, понятно, жизнь была. Заметили там ларечек с квасом. Сейчас мы тут все проедем, просмотрим, пофотографируем. И заедем квас разливного возьмем. Вот это будет сейчас пушечка. Кстати, если что, дискотеки-то тут и есть. Вот так вот. Вот 3 рубля. Это вам не мухры-хухры. Посмотрели центральную площадь. Сейчас едем искать домик. Такое место для Славика знаковое. Не был здесь уже сколько, 20 лет, наверное, он говорил. Нашли домик. Вот он. Приятные детские воспоминания, как говорится. Опа, а это вот каштан. Я на нем все время сидел, песни пел. И люди шли по улице и думали, откуда звук. А я вот сидел на каштане и песни пел. Просто в душу. Просто в душу. Сейчас будем делать фотографию с родных мест. Встретил. Передаю привет вам, сосед ваш, Толя. Бабуля ваша постоянно приходила к нам погулять. Погулять приходила. Хотели попить кваску разливного. Там закрыто. Здесь вот родный кут. Думали, ну сейчас купим тоже здесь квасу. Выходной четверг просто. Все закрыто. Главное, что повидали здесь все. Двигаемся уже дальше в сторону Турова. Это уже новые носки, а вот это вчерашние, которые пережили дождь. И мы их повесили сюда, на подседельную сумку. Но так как воздух идет вперед, поэтому переложим вот сюда. Так они быстрее высохнут. Поэтому вещи, которые вы хотите, чтобы быстрее на велосипеде высушились, надо вешать на руль.
и 2 представителя группы «Лес». Дуброво было 1510 года, Симоничи 1520 и старенькие деревушки. А сейчас тут мы нашли какой-то по карте где-то родник. Время у нас позволяет. Ой, схожу проведать, есть ли тут что-нибудь либо нету. По карте родник где-то вот сюда. Ага, вот он. Ну, комаров сразу. О, все, я пошел, потому что уже закусали меня. Комаров там тьма тьмущая. Мы тут едем по хорошей дороге, тут, в принципе, даже нечего снимать, тут обычная просто дорога через лес. Постоянно вот такие вот могилки. Уже я вторую такую вижу. Посмотреть, что это такое. Ой-ой-ой. А, это военное захоронение. Могила неизвестных солдат. Было интересненько. Дорога вся в камнях. Есть же такой, который насыпной там с камнями, а есть обычный такой гладкий асфальт. И вот только-только проехали эти все строительные машины, которые кладут этот асфальт. Мы по этим камушкам, по этой липкой дороге едем, и все отскакивает. Камни летят. Когда машина проезжает, наклоняю голову, и хорошо, что я так делаю, потому что пару раз мне прям камни об шлем ударялись. Пробираемся до Турова. Ехали и приехали. Памятная зона Рубеж, посвященная событиям периода Великой Отечественной войны. Время сейчас 16:54. Проехали уже 48 километров. Очень много комаров. У меня даже на новом носке осталась кровь комара. Поэтому у нас с собой вот есть такая пшикалка. Мы сейчас запшикаемся, чтобы нас не дергали. Мед. А вообще самое классное средство, которое не берет, гвоздика с водкой смешанная. Дорожки классные. Памятник. Приятный парк. Еще видеонаблюдение. Опа. Можно постоять, почитать. Страшные времена на самом деле. Хотя сейчас много где они повторяются. Часовня в честь собора белорусских святых освящена 1 июля 23 года. Товарищ Сталин. В лесу такой запах классный. У меня рост 193, и меня было бы видно в окопе. Славика рост поменьше, меня бы, наверное, сразу стрельнули. Такие партизанские телодвижения были. Мы теперь уже в окопах. И смотрите, что мы нашли. Просто санчасть. За родину. Мешочек. Раз. Оп. Только-только сделали, потому что вот опилки даже лаком не покрыты. Туалет. Еще одна беседка. Защита от комаров. А здесь у нас что? А здесь у нас мусорка. Походить по окопам, посмотреть на пушку, посмотреть медсанчасть, побывать в лесу, остановиться, передохнуть. Мы едем дальше. У нас 20 километров до Турова. В принципе, сделали небольшой перерывчик, походили, ноги размяли. Дождя вообще нету, солнца нету, не жарит. Все замечательно. Доехали до вот такой синей будки. Она была на карте, я ее обозначил, не знаю зачем. Там даже не написано, что это такое. Гидрологический пост номер 1. Так как здесь речка, тут измеряют уровень реки. Ну вот видите, черно-белый, это вот линейка. Вот еще одна точка, едем дальше. Да? Спрашивали, кстати, у ребят, которые уже здесь ездили по Полесью. Ну что, чем запомнилось Полесье? И дороги прямые. Мы рады этим прямым дорогам. У нас скорость прям 25-26. Мы хорошо тулим. Прямая, везде лес. Опа, мостик какой-то, смотри. Там был какой-то мост. Чисто.
Вот так вот едешь. Незапланированная какая-то остановка, потому что мост, может быть, какие-нибудь крыницы здесь. Написано по карте, что это экологическая тропа Царь Сосна. Не знаю, к чему мы здесь дойдем, придем. Все, погнали назад. Только если ехать на велике. Да ладно, не пойдем уже. Километр почти идти, комары начинают жрать. По лесе все-таки. Грибы. Можно наесться тут грибов, мухоморов и вообще вот такой рекавери устроить просто. Юху. Могли сейчас дойти, и там ничего такого, типа, вот тропа, вот камешек, тропа. Да, кстати, я тут тоже чуть не поскользнулся. Остановились, думали, тут что-то близко, но нет. Полесские поля. У Славика только что вот отсюда выпал рюкзак. Я говорю, что упасть может в любой момент. И это про вещи, если что. Ну, поэтому закрепляйте. Вот так вот. Речка Ствига. И, на удивление, очень хороший асфальт. Прям очень хороший. Прям очень хороший асфальт. Вообще непонятно, будем мы сегодня ночевать в палатке, либо будем ночевать в гостишке. Вообще непонятно. Потому что вроде бы как что-то натягивается, вроде что-то уже капает. Но мы разберемся, когда приедем. Но надо посмотреть вообще место нашего ночлега, которое мы запланировали себе. Короче, как говорится, все по месту. По месту. Думаем сейчас заехать кофе попить. Дистанция 70 километров. Ай, мошка в глаз попала. Помните, мы ехали по той дороге, где асфальт делали? У меня все просто вот в этом асфальте. Я не знаю, как мы сейчас будем это отмывать. Ну и у меня эпидуру тоже захватило. О. Сейчас немножко подзарядим девайсы и кофейку чисто пахнет. Погуляем по Турову и будем искать место ночлежки. Надеюсь, дождей не будет. Хоть и обещают, ну посмотрим. В общем, сейчас время есть. Я взял себе такие рулетики. Славик взял энергетик, большой капучино, а у Славика американо. Островок безопасности и надежности — это заправки. Поставили, кстати, всю технику на зарядку. Хорошо, что есть хаб. Хаб — это вообще топ. Минут 40-50 побыли на заправке, посидели, подождали, пока зарядится техника. Выехали, и как-то так свежо стало. Максимально свежо. Юху! Туров! Ой, в Турове, кстати, тоже велодорожка. Пожалуйста, широкая полоса, которая отделена от проезжей части. Но ветер какой-то очень сильно поднялся. Мы так ехали, тепленько было. Может быть, из-за того, что мы были разогреты. Церквушка всех святых, 1801 год. Остановка, больница, все нормально, все хорошо. Здесь очень много у нас раньше было церквей. Сейчас уже как бы две. Вот это старая часть, туда дальше новая часть. Просто вот такое знакомство. Немножко рассказала то, что эта церковь состоит из двух частей. Здесь вот это здание, где крестят. Рассказала, что ее дочку там крестили. Держателей вот этой церкви, целое семейство, зовут Нарейка. И остановились тут что-то поправить. К нам подъезжает бабушка такая: давайте открою, давайте. И все, и мы заходим сюда. Посмотрели, обошли. И мы сегодня хотим поесть ролл тогда. Просто ролл-тошки вот такой забахать. Либо куда-нибудь там завалиться в кафешечку Припяти, кайфануть. Вроде второй день не сильно такой активный по достопримечательностям, но все равно, я надеюсь, видео вам заходит. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать. Ау, бусли сядять і нечто там говорить. Ау. Самоходка, зверобой. Что-то Туров нас не перестает удивлять. Какая-то пушка, центральная площадь, церковь, чуваки там вот с рыбалки с огромной щукой стояли. Все с нами здороваются, такие типа: привет, hello, классно. Путешествуешь, вот это вот мне больше всего нравится. Вот это общение с людьми. Добрый вечер вам. Вам добрый. А ночевать, ну, тоже ж это важко уж. У лесу ложиться. Мама з копійок яких трохи буде, білоруських. Буде.
от у меня на пиво хотите. Ну, Фермерский магазин. Там можно, допустим, в проекте Замковру крестики. Вы не смеетесь, крестики у нас растут. От у нас недавно байкеры были, то их человек 50 было, а вы на великах, ну, нет, я на мотоцикле такие, сложная тема. Там домик, памятник, а тут еще баржа. Да, надо сфоткать. И со мной бежит Собакин, сопровождение наше. Туров нас радует. Пацаны какие-то нас встретили. Мужик какой-то нам тут это все поподсказывал. До сих пор с нами бежит. прикольный купец. Не знаю почему, но мы выезжаем из Турова. За 500 ще. Макс говорит, все нормально, есть. Он всегда с нами, он все показывает, рассказывает. И Тут, Владик, тут, Максим, тут, пес тут. все мы тут. Пес. Гревел пес. Почему город называется Туров? Потому что Кирилл Туровский. Знакомьтесь, это Кирилл. Советовали сюда подняться, потому что открывается вид. В этом здании находится музей, и внутри, как мы посмотрели по фотографиям, находятся очень древние раскопки. На вот этом пригорке находился замок. Да, с нами вот этот верный друг, который не может никак успокоиться. Ездит, короче, турист. Холодненькая, Холодненькая, да. светлая. Светлая. Друже, я напитная. Заехали в магазин, закупились. Хорошо, что у нас есть портфельчики. В велопутешествии портфельчики — это просто незаменимая вещь. И, кстати, очень хорошо распогодилось. Даже где-то солнышко вон выглядывает. Вай, Вася, ты погляди, какая красота, а? Вот с таким видом. Вот здесь наше место. Вот здесь вот у нас будут палаточки. Сейчас мы их расставим. Покажу, что купили. Здесь у меня 2 йогурта, хлеб, роллтон, колбаски, 2 булочки и вода 2-литровая. Хотел рассказать про свой новый спальник. Это фирма Aegis Max. Он у меня хранится в подсидельной сумке в самом низу, для того, чтобы его сохранить. Перед тем, как спальник забрасывать в палатку, его надо вот так вот потрясти, для того, чтобы пух внутри спальника распределился по всем вот этим ячейкам, чтобы он принял свою такую надутую классную форму. Этот спальник стоит примерно $160. Температура комфорта плюс 3. Вот так, открываем палаточку, берем вот этот спальник, обязательно головой, ногами вперед. И вот так вот. Опа! Все. Так, ну у меня спальничек фирмы Nature Hike, модель CV400, тут 750 пух, температура комфорта обещают плюс 5. Ну мы посмотрим, затестим. В форме мумии, желтенький, красивый банан. Как Макс сделал, да? Немножко растрясти забыл. Открываем, быстро его забрасываем вот так вот. И быстро же закрываем, пока не пробрались комарихи. Собственно, вот такая вот простая процедура. Наш вопрос изумительного приобретения, который, кстати, посоветовал нам Александр Неделько. Просто, братуха, спасибо тебе. Вот в таком пакетике стул мизерный и весит 700 грамм. Фирма 3 Full Gear. В этом мешочке каркас и сам стул. Вот так вот, как... Вот так вот. Вот так вот. Вот так он ставится. Вот так вот. Не, ну натягивать ты умеешь, Макс, я смотрю. 2, конечно. И вот так вот наслаждается видом. Вот так Вот вот. так вот достать пивасик. Вот так вот. Надо открывать сезон. О, Иисус! Хорошая водичка. Тепленькая, реально тепленькая.
На часах 22:47. Играет музычка. И мы сейчас будем готовить ралтошу. Взяли с собой вот такой хлеб. Обычно в деревнях он самый-самый вкусный. Пока Славик чистит кожуру, я буду наливать воду. Что за прикол? Не знаю. Не хочет зажигать. Вроде подача газа есть, а вот эта кнопка газ почему-то не хочет зажигать. А что с ним? Газ выходит? Ну? У нас дубль 2. Какая вкуснятина. Сейчас это все кипяточком завариваем. Стало уже прохладненько. Можно и флиску даже одевать. Сегодняшний вечер завершает данное произведение искусства. Мы так его сегодня хотели. Хлеб вообще фантастика. Аккуратненько. Чикс. За сегодня проехали 80 километров. Мы завершаем, потом ложимся в наши теплые пуховые спальники, которые нас сегодня согреют. Доброе утро. Спальник топчик. Сейчас на часах у нас 6:40. Немножко капает по палатке. По идее, сегодня должно быть солнышко. Потихоньку вылазить, собираться. Ну, тут затянуто все тучками. Ну, что ты там, боец? Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Опа! Доброе утро. Все с камерами повылазили здесь. Эти блогеры. И самое главное, что кони встояли нормально, все вот так вот. Вылазит этот крот. Курва. Что это за пловец какой-то? Как эмбрион. Рождение туриста. Сейчас стульчики тут раскладываем. Вот такой вчера купили творожок. По 2 булочки на каждого. И вот такой кофе в 3 пакетах разных вкусов. Сейчас будем пробовать. У нас на пути там будет заправка. Я думаю, мы там еще что-нибудь грызнем. Вот этой горелки на двоих вообще полностью достаточно. Брать вторую вообще не надо. Но мы не знали, да, это все с опытом приходит. Путешествие – это опыт. На завтрак у нас сегодня суп гребаной. 1 большая порция. У Максима каша гречневая спортивная с говядиной. И дождь у нас на завтрак. И какой-то дождь. Кофеечек. И моя растаявшая, очень непрезентабельная шоколадка. Макс ест гречку. Дует, джаз дует. Накрапывает легкий освежающий дождик. Норвежский дождик. Два дебила представляют, что они в Норвегии. В Норвегии есть Припять? Да, и в Исландии тоже. Мы выяснили, по каким причинам идет дождь. Как только Славик залез в палатку, дождь сразу же прекратился. Но Славик говорит, что у него в палатке еще что-то капает. Но на улице нифига не капает. Все проблемы с дождем. Вот с этого логова, вот вы посмотрите на это. Салам алейкум! Будем собираться. Палатка, видите, вот она такая мокренькая. Но это тент, я думаю, если его так немножко встряхнуть, то оно все сбросится и нормально. Мокрую палатку и вообще под дождем я еще никогда не собирался. Мы подкармливаем аиста. У нас есть хлебушек, и мы будем его кормить. Он на диете вообще. Дурак, что ли? Что ты мне кинул? Я думал, ты мне птицу кинул, за которую я гонялся. Мы хотели избавиться от хлеба. Мы просто хлеб на природу выкинули, аист даже не подошел к этому хлебу. Может, тут птички что-нибудь наедят. Может, этот Петросян что-нибудь возьмет. Вот так вот, раз, и вот так. Мы запаковались, байкпакинг. Это, конечно, очень красиво, но это очень долго. Потратили пока время, просушили палатки. Потому что дождь то накатывал, то откатывал. И все, едем. Короче, жидковичи, микошевичи. Жидковичи, это у нас на заправке будет. После вчерашнего. Мы собрали мусор. Обязательно всегда после того, как покушали, после лагеря, мусор выбрасываем в мусорку. Вот так. Раз.
и все. Вообще ничего сложного, поэтому берите всегда и выбрасывайте мусор. А мы покидаем данное место. Сегодня мы будем ночевать, если мы до туда доедем, в какой-то лужице. В третий день мы наконец-то увидели солнышко. Выехали с Турова по этой великолепной велосипедной дорожке, по которой мы вчера заезжали. Поздоровались со всеми жителями, которые ездили на велосипедах. Они такие едут, спокойненькие, такие улыбаются. Мужик там такой на расслабоне. Улыбайтесь. Жители на позитиве, пацаны нас вчера там встретили, говорят, давайте покажем пляж, где ночевать, давай там зарубимся, там покатайтесь, сколько велосипед стоит, собака за нами, короче, впечатлений масса. Заедем на эту заправку, где мы были вчера, побьем кофейку, приведем себя в порядок, после сна помыться, побриться, просто сходить даже в туалет по-человечески, и потом на маршрут вернулся. Арабика. Легкая кислинка, чувствуются нотки грейпфрута, смородины, черный. Хороший, сбалансированный кофе. Аккуратные плавочки. Так, есть. Будем ехать и сушить. И вот еще одни аккуратные плавочки. Не такие аккуратные, как у Максима, но тоже имеются. Вот. Сейчас ровненько 12 часов. Мы выезжаем. Впереди у нас 120 километров. Бывает от вчерашнего асфальта. От кожи вообще не отодрать. Он вообще не отдирается. Ногу уже отпилить уже проще. Попрощались с заправкой и выглянуло солнышко. Начинается путешествие по солнечной Беларуси, по Полесью. А то первые 2 дня было просто веселуха. Белорусское Полесье. Есть кроме белорусского Полесья еще слова? Нет, нас интересует только белорусское Полесье. Покрути-ка, Макс, педали. О да, крути педали. Твоя трещотка, это капец. Это очень злая собака. Едем по гравийке. Слева у нас река Припять. Класс. Фу, заряжены на позитив. Посмотри на эту красоту. Где она? Ты что, не видишь? А она есть. Давай лететь. Вон там была классная гравийка. Мы летели 25 км в час. Покрышки Центурата Gravel H. Накачать бицепс. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И на плечи. А теперь перепрыгиваем. Давай, сальтуху. Мы когда строили маршрут, сюда он нам не разрешал и ругался. Потому что здесь, короче, ограждение и сюда нету выезда. Поехали! Снова речка Припять. Я уже предчувствую виды, какие тут откроются сейчас с этого моста. Проехали городок Житковичи, следующий у нас Микошевичи. И там у нас будет точка, это карьеры, и там будут белазы. Поглядим, посмотрим, пофоткаемся. Едем по классной дороге. Ну, у нас вообще везде классная дорога. Вообще везде классная. Интернета на телефоне нету. Ну, хорошо, что оффлайн карты у нас работают. Потому что мало ли куда вы там затулите. Вот как здесь, например, интернета нету. Ну, как бы он есть, но он плохо ловит. Поэтому оффлайн карты обязательно скачивайте. И скачивайте регионы, куда вы едете. Чтобы потом не было плохо. До Сустречи. За 20 километров солнечной погоды плавки полностью высохли. Аккуратные плавочки. Плав-очки. Аккуратные.
Остановились на проверку. Нас начали проверять Gravel Доги в представительстве Gravel Медведя и какой-то еще Gravel Кот. Ну, какие-то накуренные на нас все смотрят. Я прям ощущаю их взгляды на себе. До Микошевича у нас осталось буквально 18 километров. Сейчас немножко наши попки отдохнут и едем дальше. Что-то немножко какой-то участок был тяжеловатый. Проехали вот какую-то церквушку. Перед нами железная дорога, красный свет, дороги нет. Даже если мы на велосипеде. Потому что едет поезд, лучше остановиться. Понятно, что мы могли проскочить. Понятно, мы могли проехать. Но это не надо делать. Потому что можно проскочить сразу из этого места в Вальхаллу. Вон туда. Сразу можно. Вот если мы проскочишь, можно вон туда потом заскочить. Вот где ребятки лежат, вот потом там рядом с ними лечь. Ну все, мы сейчас на электричку и домой. Сейчас заканчивается третий день. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Подпишитесь на канал. С вами был Максим и Славик. Всем удачи и всем пока. Очень оживленная трасса. Через 2 километра будет заправка. Там попьем еще раз, может быть, кофеек. Поедим хот-догов. Смажемся, наверное, потому что мы можем сгореть. Сделаем, короче, такую небольшую санитарную остановку. О, спасибо, что убрали после себя мусор. Это самое главное. Убирать мусор. Подъехали к заправке и увидели здесь вот такое. Копченая рыба, свежая рыба и уха. Попробуем уху. Особенно еще в таком котелочке, в таком месте. Чего нет. Надо пробовать, правильно? Правильно. Это мы хорошо заехали, я говорю, это мы хорошо заехали. Сейчас мы покушаем рыбки. Давайте тогда 2 по 3 по карте. Ну, то есть в 2 разные. Деревянными собаками. Это Масей написал, типа, смотрите, чтобы жопу не откусили. Ну, через ее написал. Это будет первая в мире история покусанной жопы деревянными собаками. Славик, я записываю ролик. Серьезно? А ты про деревянные жопы и покусанных собак. Вкусно. 3 рубля вообще. Пушка. Поели уху. Очень вкусно. Прям фантастика. По погоде налетели какие-то тучки. Мы посмотрели радар. И нас сейчас походу заденет. Поэтому мы бежим сейчас на заправку. Мы опять походу попадаем под дождь. Не очень хорошо. Ну, слава богу, хоть на заправке. А не где-то в лесу мы остановились. Добрый день. Добрый день. Человек в черной футболочке. Вроде ехали солнечно, а тучки все-таки налетели. Поглядите, какой там дождь. У нас есть вот такой хаб. Кучами выходами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 выходов. Сейчас и фонарь зарядим, телефон подсоединим, я свой телефон подсоединю, колонку. Будем ждать и вот это заряжать. И все, этот хаб подключается к одной зарядке всего лишь. Очень удобная вещь. В путешествии просто must have. Мы на заправке просидели почти 2 часа. Все тучки пошли туда. А то что, все время к нам да к нам. Надо хоть, чтобы они хоть раз от нас ушли. Славик здесь и дождь здесь, понимаете? Вот так это работает. Дождь закончился, Макс пошел покакать. После дождя так свежо на дороге. Покрутим педальки и немножко согреемся. И будет лучше. Потому что сейчас пока пробирает прям до костей. Вы поглядите, куда мы едем. Все затянуто. Тучи и дождь. Сейчас все это объедем, нормально будет, сухо. Наверное. Надеюсь, нас сейчас не накроет. Поздравьте нас! Мы снова в деле, мы снова в дерьме. Едем под дождем. Славик сказал, что все будет хорошо. Ну и по правде реально все хорошо. Мы просто давно не мылись. Выехали с заправки, переждали дождь, все равно попали в дождь. Ну там через 500 метров сейчас стоянка. Мы быстренько сейчас там спрячемся. Там была елочка, знак, и мы свернули, и все, и здесь такой навес. Слава Славе. Слава Славе. Ага, слава Славе. Вот где-то здесь мы. И она вот уже идет в ту сторону. Вроде дождь заканчивается, в Брестской области вообще ничего уже нету, никакого дождя. Все-таки надо доехать до этих Микошевич, посмотреть эти карьеры и двигаться уже дальше. А то маловато проехали, надо ехать. Не получается проехать. Да, пока не получается из-за этого дождя.
Въехали в Брестскую область. О, тут и запах другой, и воздух другой, совсем по-другому. Шучу, шучу. Сейчас солнышко выглянет, хоть немножко прогреться, а то, если честно, прохладненько стало. Надо, солнышко, прогреть маечки. Буквально 3 минутки и останавливаемся на местах. Не, ну как здесь не сфоткаться? Брестская область, добро пожаловать. Делаем фотку и едем дальше. Чпонь! Микашевич. Славик. Ага, пока. Я поехал дальше. Славик решил по велодорожке проехать, когда у нас такая большая дорога здесь. Это что за робокоп? Здрасте. Хочешь узнать, чем славится городок? Просто посмотри на рисунки, которые находятся на зданиях. Вот чем славится городок. Я сейчас еду по главной улице Микашевич. Домики такие все отреставрированные. Очень приятно, красиво. Но это по центральной, то есть мы не углублялись куда-то вовнутрь. Асфальт гладкий, молодежь гуляет. Знакомые слюни. Сейчас вот мы едем по вот такой дороге, чтобы наконец-то увидеть эти карьеры. Все посты, которые мы проезжали, они были заблокированы. Этот пост был не заблокирован. Сейчас поглядим, куда он нас тут выведет и что мы все-таки в конце концов увидим. Пробираемся через чащу. Тут, кстати, немножко пару комаров есть. Ну, таких штук 250-1 Макс застрял. Подъем на Эверест. Хайкинг. Ты говоришь, в горы хочешь пойти, да? Все ж хорошо. В горы идем. Идем в горы. Бля, чувак, там еще подъем. Что, серьезно? Особенно в велотуфлях. Это просто пушка. Если там сейчас будет какой-то Г, и мы ничего не увидим, это будет просто фиаско, братан. Вот эта тренировочка. Какие открываются виды, ребята! Это топ. Воу. Обалдеть. Не зря шли. Это настоящий хайкинг. А нам еще дальше, у нас впереди карьеры. Вперед. Давай, друид, вези. Прошло 2 дня, просто камера разрядилась. Вот поймали 1 заряд. Воды, еды нету. Полезных ископаемых нет. Планета населена роботами. Я Рик, ты Морти. Морти. Тут зашли и вышли. Делов на 20 минут. Ага, зашли и вышли. О, посмотри, какие виды. Ты погляди, что здесь они наворотили. Смотрите. Та-да! Красоты просто невероятные. А вон там, смотрите, что течет. Там водопады. Сусанин дал дрозда. Пошли обратно. Это какой-то сучок. Впереди у нас брод. Берет себе вот так вот палку. Вот так вот. Очень огромная территория данного карьера. Сейчас мы возвращаемся к велосипедам. С другой стороны, вот там будем объезжать. Дальше у нас будут белазы, на которые мы тоже поглядим. Это пока лучшее, что мы видели за 3 дня. Сусанин ведет нас обратно к велосипедам. Когда туда поднимался, ты не знаешь, чего ждать. Теперь я лезу в эту гору. Велики внизу, стрёмно. Тас! Властелине колец, когда там они вышли наверх и посмотрели на этот Мордор. Вид такой эпичный. Но самые настоящие камни. Еще огонек. Не получилось посмотреть у нас белазы. По вот такой вот дороге ехали. Немножко убитой. Контрольно-пропускной пункт. Остановила женщина в форме. Хотели посмотреть белазы. Есть ли такое? Он говорит, нет, нету. Я говорю, а где тогда что это? Он такая, ну надо на экскурсию записываться заранее, договариваться и ехать. Но зато мы посмотрели нелегально карьер. Потому что она говорит, везде здесь камеры, даже на карьер. То есть куда мы зашли, туда нелегально нельзя заходить. Доброго пути. У нас с собой есть творожочек. Сейчас будем это все есть. Опа, открывай. Самое вкусняшное. Смешивайте. Погнал. Это звуки издают гуси. Все нормально? Это гуси. Мы в какой-то деревушке, а это храм 17 века. Вы представляете? Храм 17 век. Ну, правда, Славик постарше будет. Тех годов примерно.
едем далее. Полесье просто ван-лав. Такие виды, такие дороги. Остановились возле церкви, 1880 год, и тут растет яблоня. Попробуйте одно яблоко. Ну, допустим, вот такое. Короче, нормальные яблоки. О! Здесь есть церквушка 1818 года, Свято-Николаевская церковь. Видите, башенки немножко в разных углах. Все-таки годы берут свое. Деревянное здание как-то вроде вот тут держат. Походу, наверное, это не ремонт идет, а именно как поддержка. Осталось буквально там 15 километров. Сейчас здесь закупимся, возьмем в наши рюкзачки все питание. Едем на точку установки палатки. Мы, правда, еще не сильно знаем, насколько он хорош. Надеюсь, нам повезет. Это просто невероятнейший вид. Ну, вы посмотрите. Полесье просто в самом сердце. И дорога сегодня целый вечер. Фантастика. Там закат, поле, машин нету, асфальт ровный. Ты едешь и кайфуешь. Потрясающе. Сегодня решили на вечер сделать тушенку с макаронами, поэтому взяли тушенку плюс макароны. Энергетик взяли там на завтра, может, на сегодня так чисто хлебануть. Но портфельчики всегда не забывайте, потому что вот в магазик съехал, купили то, что надо, и едете дальше, все, до своей точки. Наслаждайтесь видами, не паритесь. Удобно же. Прав, просто прав. Съехали с шоссе, опять повернули на вот такую дорогу. И нам просто дико интересно, что же там за место. Просто если будет там какая-то фигня, это будет капец как весело. Очень весело. Что-то мы в какую-то чащу лезем. 90 метров поворот налево. Ну, мы приехали. Вот она. Вот место. Здесь такая глушь, просто глушняк. Какое-то маленькое озеро где-то в чаще. Купаться мы здесь точно не будем. Здесь это такое болотце. Народ здесь явно не часто бывает. Полесские Робинзоны. 3-я серия. Конец. Мы покидаем это место ночлега. Чувство какой-то замкнутости, некомфортности. Будем ночевать в поле. Там намного приятнее и комфортнее, нежели здесь. Бля, это капец просто. Да ну его в баню, пошли отсюда. Комаров очень много. И мы тут задались вопросом, до какого времени работают комары. Обычно у них график работы до 22, до 23. Они, по идее, уже должны спать пойти. А они что-то на нас садятся, они идут спать. Что ты думаешь? Что, поехать дальше, может? Вы думаете, 3-й день заканчивается? Нет, он только начинается. Решили доехать до озера Белого. Это 20 километров отсюда. Нам сегодня мужик, где мы ели уху, посоветовал. Сказал, обязательно туда съездите. Как знал, чувак. Просто как знал. Потому что здесь очень мокро, холодно. А там пляж, озеро. Там еще какая-то турбаза есть. Поэтому вообще великолепно. Сейчас на часах у нас 23:15. Так надеюсь, что мужик не обманул, что там классно. Но по картам там реально и пляж, и все есть. Уже нам некуда деваться. Место нашей ночевки оказалось просто какой-то жестью. Комаров миллиард, просто капец. Лягушки квакают так, что слышно их с поля. Мы хоть и представители группы лес, но мы не рискнули там остаться. Вышли на поле, трава высокая, мокрая и много комаров. Нормально все, да? Да, вообще все хорошо. Все нормально, да.
Уже уставшие, осталось буквально 2-3 километра. Приехали мы на озеро Белое. Мне кажется, с лягушками было бы лучше. Это просто... Это какой-то капец. Посмотрите, народу сколько. Просто палатки стоят. Там чуваки палатку вообще разносят. Музло идет. Мы будем искать какое-то тихое место, потому что мы тупо не уснем. Нам завтра ехать еще. Ну вы понимаете, да? Что происходит? Здесь везде так. Везде будет тусовка. Соревнуются, где больше музыки. Поставили уже палатки. Будем пить сейчас горяченький чаек. И уже абсолютно пофигу. Главное согреться. Это весело, да, Славик? В этом беспредельном мире я сижу в носках и варю макароны. У нас тут нету ни сети, ни интернета, уж тем более. То есть даже позвонить мы не можем отсюда. Мы знаем, что все будет нормально, потому что мы варим макароны. Здесь движ вообще жесть просто. Ну мы сейчас макарошек с тушеночкой как бахнем. Заряжай пластинку эту. Все вываливает жиром. Незамысловато и вкусно. Шеф-повар. С хлебушком свеженьким. И под музыку, которую мы не решаем, что включать. Проехали сегодня 140, наверное, километров, 150 плюс-минус. Это самая худшая ночь, наверное, у нас будет. Приехали сюда, но мозги чуть не развалились. А мы уставшие, злые немножко. И ноги мокрые, потому что ходили по полю этому выбирать место. Не самый плохой расклад, но не самый лучший далеко. Полезки, Робинзоны. Надеюсь, мы уснем. Доброе уточка. День 4. Сейчас на часах у нас 8:32. Сети нету, интернета нету. Спалось нормально, вот даже музыку не слышали. Надо просушить тут обувь, все вещи, которые мы вчера намочили. Будем вылазить, смотреть. Офигеть, братан. Будем поднимать лица. Они у нас такие красивые, что просто умереть можно. Это была жесть. Мы как будто бухали вчера. Да, но ни грамма в рот, ни сантиметра влево. Только чай. Пока Славик отдирает от вчерашней тушенки нашу сковородочку, показать вам озеро Белое, на котором мы сегодня ночевали. Виды просто невероятные. Но то, что здесь вчера происходило, это жесть. Но нам это не помешало уснуть. Буквально 5 минут залезли в спальник и просто сразу отключились. Славик, правда, через 30 минут отрубился. Подоставал стельки, носки, пораскладывал внутри палатки, короче. Начал уборкой какой-то заниматься, когда надо было спать, уже ложиться. Все разложить в палаточке. Завтракаем, пьем чай, собираемся и едем на заправку, на этот наш островок стабильности. Приводить себя в порядок. Поделали все свои дела, позавтракали, сейчас все люди купаются, отдыхают. Но честно, тут невозможно находиться из-за музыки. Она тут просто везде, громко очень, и все одно и то же, одна попса это играет. Уже просто тяжело, мы хотим быстрее отсюда свалить. Но место само по себе красивое, офигенное. Сейчас у нас 11:14, у нас это заняло примерно часа 2. Мы вчера встали на час раньше, а сегодня на час позже, но все равно вложились в это же время. Выехали, обязательно мусор с собой забрали, на этом месте негде было выбросить. Немножко дальше, там возле туалетов есть мусорки, но как-то что-то мы так проехали, поехали уже и все. Взяли пакет у людей и сейчас довезем до ближайшей мусорки и выбросим. А мы вкатываемся потихонечку, не топим, как вчера вечером, с надеждой классно отдохнуть. Но мы нормально отдохнули. И мы все 7 километров протащили этот мусор ради того, чтобы просто выбросить его по-цивильному в мусорке. А не где-то в лесах вот так оставлять эти пакеты, либо на деревья вешать, заберут. Нет мусорки, берете с собой, забираете, выбрасываете. Намного лучше, нежели где-то засорять нашу природу. Провели на заправке 1,5 часа, повыгружали сторис в Инстаграм. Надо уже лететь, а то сегодня какой-то затуп поймали. Даже Славик немножко приуныл. Крестьянский загар, рожи красные. Заехали в город Лунинец 1449 года. Вообще в этой части юга деревушки очень старенькие, но это очень классно. Ехать по таким старинным местам и понимать, что, блин, столько лет.
бассейн. Для пловцов, кстати. Так, да. Я пловец со стажем. Церковь Воздвижения Креста Господня, 1922 год. Видно, окна вставлены новенькие. Где-то реставрация проходила. Сегодня солнце как-то очень сильно жарит. Сейчас надо помазаться кремом. Тяжковато из-за ветра ехать, а так вообще шикарно. Может быть, мы сегодня остановимся в гостинице, постираться, помыться. Пока еще думаем. Сегодня смазали цепь. Хорошо, что у меня широкий руль. Очень много расстояния, чтобы цеплять руками, и вообще ничего не мешает. Даже стульчик уже нормально смотрится. Едем мы на наших новых велосипедах. Славика, он просто любит фиолетовый, а у меня он красный. Сейчас мы полетим. Все, зарядили велокомпьютер и поехали. Погнали. Через 10 километров у нас будет паромная переправа. Забронировали гостиницу примерно на 9 или 10 вечера. Во сколько приедем, там во сколько приедем. Главное, что мы просто обозначились. По ценнику примерно 90 рублей. Но там гостиница нормальная, там получше, чем в той, в которой мы ночевали первый день. Сейчас сердце. Что ты так лупишь, я не знаю. Помедленнее. Опа, гравичка. Сюда, сюда. Это гравел. По Полесскому гравию наваливаем. Нормальная гравийка, не убитая. Мы по ней идем почти 20 километров в час. Мне такое подсказывает, что по такой дороге мы проедем все километры наши. Вон баржа, она сюда как бы приходит. Мы загружаемся и двигаемся туда. Будем сейчас ждать чего-то, не знаю. Сейчас вот тут информация есть. Короче, мы сейчас, походу, столько времени здесь потратим. В 16:00 как раз отсюда отошел паром. В 16:30 он придет сюда. И в 17:30, через целый час, мы сможем только перебраться вот это маленькое расстояние. И нам здесь стоять ждать 1:30. Просто ждать вот этого парома. Но другого выхода здесь нету. Здесь нигде, ни справа, ни влево мы никуда не уйдем. Здесь дороги просто нету. Прикольно. Вот если приехали на 10 минут раньше, мы бы успели к 4. Но мы не знали это расписание. Старый, ну чё ты? Что такое случилось с тобою? Короче, мы посмотрели маршрут. По вот такой гравийке нам надо проехать 50 километров. Сейчас на часах у нас 16:31. Жара градусов сейчас 26. Весело. Наконец-то перебрались. Спустя 1,5 часа швартуемся. Мы почти 1,5 часа потеряли. Поспали уже. Полежали, отдохнули в тенечке. Что-то тяжковато сегодня. У нас тут по гравейке слишком много километров впереди. Надеюсь, мы тут не погибнем. Сегодня программа «Будь сдохни, либо умри». Такой контраст просто после вчерашнего дня, когда хорошая асфальтированная дорога буквально в секунду превращается вот в такую стиральную доску. Здесь вот просто открытые поля, ветер задувает, и поэтому получаются вот такие волны. Едешь так, только где-то в лесной полосе, когда уже ветер не так дует, возможно, ехать тяжко будет, тяжко. Жара жарит максимально. Как ни странно, 25 километров в час. Мы какие-то воины просто. Вперед! И перед нами просто... Здрасте, девушки. Здрасте, девушки. Здрасте. Сколько телочек. О, прикол. Теперь главное в их худшую не наехать. Дорога еще лучше стала. Просто камни. Просто камни. Но, слава богу, есть обочина, по которой более-менее нормально можно проехать. Славик там просто, наверное, радуется жизни. Сегодня в основном валим по гравейке. Доска, 3 соска. То, что мы сейчас проехали, это было просто жесть! Здрасте. Шел 70-й километр сегодняшнего 4-го дня.
Я промолчу. Ну не по этим чигирям. Целый день в жару и ветер. Это гидроузел номер 11 Качановичи. Вот он, красавец. Будем переходить сейчас. Ну тут очень узко. Я надеюсь, со своим рулем я сюда пролезу. Снимай. За детьми твоими полетел. А мы все дальше продолжаем месить местные гравейки. Осторожно, дерево, слава. Мы по гравейкам обычно ездим с такой скоростью. 30-ка. Это место нашего сегодняшнего ночлега должно было быть, но мы от него отказались, потому что хотим в отель попасть. И здесь можно еще подняться наверх. Какая красотень. Ага. Вы просто посмотрите. Асфальт. Мы так рады его видеть. Я его готов ехать и лизать. Вот мы в Пинске. Заселились мы в советскую гостиницу Припять. Посмотрите, какие номера мы проехали на таком красивом месте. Вот это гостиница. Я прям даже интересно, как он замолвил. Ты готов это увидеть? Та-да. Мы вернулись в СССР обратно. Смотрите, бабушкин шкаф. Смотрите. У меня такая же у бабушки была с дедушкой раньше, когда-то давно. Показываю, как открывать окна в гостинице Припять. Короче, здесь не просто так. Ты берешь там, ставишь окно и открываешь его. До свидания. Проехали сегодня 104 километра, очень устали. Сейчас будем стираться, мыться, кушать и спать ложиться. Пойдем по пешеходной улочке до вокзала. На вокзале садимся на электричку, едем до Бреста. На улице, наверное, там плюс 26, а так как поезд нагревается, то еще жарче. Тут вообще невозможно находиться. Очень душно, очень вообще, да. Это, наверное, хуже, чем мы ехали вчера по гравийке, вот это жарение, да. Брест нас встречает дикими подъемами. В жаре 3 часа просидели в этой электричке. Жалко, что мало времени на Брест, но, как говорится, я здесь был, Славику чисто вот Брестскую крепость надо посмотреть, потому что в Бресте он был. Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Смотрите, внутри комплекса есть велодорожка, поэтому нам и сказали, что типа можно кататься. Поэтому мы сейчас проедем как раз по велодорожке. Вообще, всем советую посмотреть фильм «Брестская крепость» от Беларусь фильма. Хороший фильм. А вот это
Тереспольские ворота. Через них заходил Гитлер с Муссолини. И здесь был подвесной мост. Вот такой трос держал мост. Такая штука. Стоит памятник героям-защитникам Брестской крепости за территорией. А есть очень много фортов, которые можно посетить. Некоторые заброшены и очень они большие. Прошли весь комплекс, зашли в казарму. Там так прохладненько, так хорошо. Ничего там интересного, обычные голые стены, а поэтому мы на выезд, потому что времени у нас сильно много нету. Ищем шаурму, потому что мы за сегодня нормально ни разу ничего не поели. Взяли шаурму, кофе. Ветер просто ядерный. Там такое идет. Почему нам не везет с погодой, абсолютно вообще я не понимаю. Я злой максимально. Очень тяжело ехать, не дает вообще разогнаться. А дичь страшная, блин, черная. Привет! Вроде оторвался от тучи, но гремело слева. Думал, сейчас накроет. Заезжаем в Каменец. Мои силы просто меня сегодня покидают. Славик оторвался, я его даже там на горизонте не вижу. Сначала я ехал, он там отставал, потом я затормозил немножко, как перевести дух, его подождать. Как-то он стартанул. Класс, мушка, прям вовремя. Вот поэтому одевайте очки. Наконец-то Каменец, 1276 год. Въезжаем. Фу! Я увидел тучу, у меня включилась это, 7-я или 8-я передача. Чакра, блядь, тебя открыл. Чакра открылась, я как попер против ветра. Решил, в общем, поменять велик. Так что, смотрите, Татан. Отдац. Сталь. Пластинки обязательно. Ну все, Вот решено. ногами вот так. Ключ на ключ. Какой бампер, а? Славику понравилось. Да ты чё? Оба! Тадац! Какая красота! Мы сейчас поднимемся туда на площадку и посмотрим. Должны открываться красивые виды. У нас в данном путешествии слово паразит. Это слово тадац, потому что тадац и вид. У нас до Беловежской пущи примерно километров 20. И все, и у нас там ночлег. Ребятки, въезжаем в Беловежскую пущу. Какой ночлег сегодня у нас будет, пока непонятно. Нас встречают два оленя. И как раз два оленя сейчас проезжают этих двух оленей. Ой, дорога куда-то вдаль уходит, она непросветная. Непонятно твоя. Что-то пытается произнести непонятное. Шел 57-й километр против ветра. Непонятно твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. В горочку, да? Спеть Беловежскую пущу. Какие-то ребятульки на прокачанных великах. Здрасте. Въезжаем. Ага, въезжаем. А куда мы тут въезжаем, если тут все построено? Там, наверное, для тупых было написано объезд, но мы проехали этот знак. Через 1,5 километра мы забронировали кемпинг. Заплатили по 25 рублей за каждого. Ну и новость дня. Славик пробил переднее колесо. Покажи. Замечательно. Ну давай, надо менять камеру тогда сейчас, быстренько. Прямо здесь? Да, что, нам ехать 1,5 километра по гравийке. Ну ладно, сейчас я думаю, мы быстренько тут справимся. Все, приехали на место стоянки. Здесь есть опилки, дрова, статуэтки, мусорка, беседка. Там еще одна беседка, кострище, мангал и места под палатки. Заканчивается 5-й день. Я думаю, сегодня будет классная ночевка. В спокойном месте, без шума и вообще в полном порядке. Не беспокоить за велосипеды, ничего, потому что народ здесь сильно не ходит.
холодно. Что ли поддуть, да? Не хватает огня, да? Кто ты, воин? Почти час ночи. Мы поставили палатки, и у нас фигачит молния, льет дождь. Хорошо, что есть вот эта беседка прекрасная, которая нас спасает. И сейчас будет тадац. Это полная жесть. Я такое в жизни никогда еще не переживал. Это самое стрёмное, что могло быть. Мы приготовили сублиматы. Костер наш пока горит. Если будет такая погода, я не знаю, куда мы поедем. Только если на тот свет. Километров 11 отсюда, друзья. Я не знаю, мы сейчас будем, короче, спать прям так. Других вариантов у нас нету, потому что непонятно, палатка мокрая, не мокрая. Чую, поедем мы домой. Не везет нам. Оно должно быть в кайф. У нас каждый день, блядь, то дождь, то снег, то ветер, то херня какая-то. Всем привет. День 6. Мы проснулись и мы живы. Мой каремат лежал здесь, Славика здесь. Короче, грозы, ливни. Спрятались в беседке. Спим. Тут вот я на сидухе, Макс на столе. Вот и так. Просто вот так вот организм сам автоматически отключился. И как в какой-то момент ты слышишь какой-то хрюк такой, типа, подумал, что какой-то кабан. А на самом деле это просто Славик уже уснул и немножко храпака дал. И я просыпаюсь в этот момент, и я понимаю, что дождь закончился. Гремело, сверкало просто по-страшному на самом деле. Вроде по радару все чисто. Время 3 утра. Встанем, посмотрим, что как. Поедем через Беловежскую пущу дальше. Там будем посмотреть. Скоро будем ложиться спать. Вот. А так сейчас подсыхаем, собираемся. У меня немножко что-то вот тут горло начало. Ну, не внутреннее, когда, а что-то как будто как простудил именно шею. Сегодня у нас на завтрак макароны. Макароны с хлебом. Макс, ну что, мы едем, не? Сейчас поедем, сейчас. Сейчас едем. Ну, добре. Сейчас, 5 минут. Угу. Все, собрались. Ебади! Время на часах 13:00. Место великолепное, конечно. Оно нас сегодня просто спасло. Здесь есть беседка, там дрова. Здесь отличное кострище. Там 2 места под палатку, камень, мангал. 2 каких-то челика здесь стоят. Было очень темно, и когда молния сверкала, они прям так появлялись. Ну, нас уже было не испугать. Ну, красота же. Ну, красота. Да, погода вообще шикарная, не облачко. Ветра вроде нет, но еще лес, может, съедает ветер какой-то. Ну так, тепленько, хорошо. И вот мы едем по Беловежской пуще. Дорога дальняя у нас. Мы пересечем ее всю. Смертельный номер от Макса сейчас был. Шикарные виды, запах просто невероятный. В таком месте мне еще не доводилось бывать. И поэтому я счастлив. Доехали мы до поворота. Если по этой дороге идти, буквально там километр 200, будет граница с Польшей. Ну что, пойдем переходить? Да. Проехали с Максом пущу. Вон сзади ворота. Записали мою фамилию, ну, как бы она сказала, на въезд и выезд. Всех тут фиксируем, поэтому, ну, вот так вот. Походу мы поймали сильный глюк. Какой-то чел стоит, машет и смотрит на нас. Он машет. Это кто вообще? Кто ты, воин? И это оказался богатырь, смотрящий вдаль. А вдаль он смотрит. Да. Ехали по красивенным дорогам и заехали в костел Пресвятой Троицы 1914 года. Деревня Шиловичах. Ну да, то, что в принципе у нас в 5-й точке, Шило. Хороший юмор, да. Осталось 40 километров, плюс мы там заедем на белорусские Мальдивы, посмотрим их. И едем дальше через деревню Рось, и там по прямой уже будет пляж у нас. Надеюсь, место сегодня будет отличное, и мы сегодня заночуем, и будет все хорошо. Там-бам-бам-бам-бам-бам. Велодорожка! Па! Welcome! Welcome to the club, buddy!
Смотрите, какой вид открывается. Тут шутим, тут рось под рось. Короче, вот смотрите, какая узенькая обочина, гравийка. Я как-то неудачно съехал, и просто у меня колесо вот сюда пошло. Ну, и я пытался как-то его завернуть сюда налево. Ну, чтобы, я не знаю, как-то интенсивно сюда. Надо было направо, и тогда ты пошел бы по земле. А так у тебя туда. Ободраны руки. Вот тут. Колено. Колено тут. Колено здесь. Колено тут. Короче, локотуха. Ну, ничего серьезного. Главное, сейчас водой это все обмыли. Как говорится, одевайте шлем, ребята, будьте здоровы. И еще Славик меня, я упал, на меня Славик едет колесом пойди за окна. Я тихонечко так тык Я тебя. еще так лежу такой, и меня тут давит. Я успел. Я только, знаешь, так тебе тык. Пацаны, ну мы здесь. Уже подъезжаем к нашему месту ночлега. Нам отсюда до Гродно буквально там 56 километров, 60 максимум. Ну и мы решили, так как Слава долго не видел друга, если вдруг он там, да, то мы туда едем. Если нет, то тогда продолжаем наш маршрут. За сегодня проехали примерно 135 километров. Кроме этого падения, все шикарно. Дороги идеальные, погодка супер. И опять вечерний закат красивый. Какая красота. Нашли место. Вот такое водохранилище. Палатки ставить, кушать и спать. Чисто на стиле. Говядинка, макарошки, итальяно. Шеф-повар, что сегодня на обед? Я готов. Все супер. Что это такое? Это тоже... Это контент. Это ястреб гунзонский. Кто это? Как завещала Высоцкая. Да посмотрите, какая красота. Ну посмотрите, какая красота. Камера? А я думала, сова. Доброе утро, ребят. Выспались, дождя нет, тепленько, хорошо. Побаливает правая рука, но это как бы пройдет, оно как бы не опухло, ничего. Колено рано побаливает, это так нормально. Главное, душевных ран нет. И впереди у нас там 60 километров до самого Гродно. Едем на вокзал, покупаем билеты сразу и едем уже к чуваку на квартиру. Алейкум ассалам. Доброе утро. Точнее, салам алейкум. Славик уже готовит. На завтрак у нас суп гороховый, кофе Суматра Пелихан, визьба с ванилью, со вкусом миндаля визьба. Прекрасное утро. И мы понимаем, что сегодня не будет никаких гонок. Успеть до точки, до темна, да. На заправку заехали, все, у нас 5 минут. Сделали все свои дела, поехали. Быстро, 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 не тормозим, поехали, поехали. Не, это какая-то гонка, а не путешествие получилось. Но зато прикольный это опыт. Километраж хотя бы от 50 до 70. Это оптимальный вот вариант. Именно для велопутешествия. Обработал рану на локте, промыл обычной водой, протер влажными салфетками, ну то есть не протер, а именно промокнул. Использовал средство вот такое Эплан. Налил на рамку, ну и все, оно немножко пощипало, и все отлично. У Славика, короче, там есть нюанс. И вот здесь, походу, какая-то пошла трещина. Мы пока не знаем, это либо краска, либо сам карбон уже треснул. С одной и со второй стороны такой же. Но не знаю, может быть это и реально какая-то краска чисто треснула. Может быть и нет, а может быть реально карбон уже там. Короче, будем разбираться, главное доехать сейчас. Мы собрали пакет мусора и обязательно после стоянки мусор выкидывать в мусорку. Это обязательное правило. Правильно? Во второй день мы уже хотели взять квас разливной. И вот эта наша мечта осуществилась. Как раз в самый жаркий день. Сейчас капец как жарит. Давай. Вот это жарит. Кто смотрел велопутешествие, которое у меня на канале, я здесь обедал. На Марине, на своем Марине стальном. Вот здесь сидел и ел сублиматы. По местам былой славы. А вот река Свислочь. Я уже запутался, сколько мы Свислочи проезжали.
Мой вам совет езды в жару. Едьте медленней, больше останавливайтесь. Так, буквально на 5 минут в тенечке. Пейте больше воды. Просто если вы не будете пить воду или любую какую-нибудь жидкость в такую жару, то как бы, ну вы поняли. Ну, как бы. Места нынче дорогие, поэтому смотрите сами. Залетаем в Гродно, ребятки. Дорога, класс! Тяжелыми чигирями добрались до вокзала Гродно. Из 7 дней это самый тяжелый. Купили билеты в Минск, места уже были на подходе. Мы просто замучились в этом Гродно уже спускаться по этим лестницам, по этим баргудюрам скакать. И хотим уже доехать наконец-то до дома, снять вот эту всю одежду, уже помыться, покушать и немножко расслабиться, потому что уже от этой жары сегодня прям, ну, тело уже хочет, требует нормального мытья. Доброе утро. 8-й день. Вчера приехали к родственникам Славика, поели и потусовались, и поспали, запаковываем велики и шуруем на вокзал, на поезд. Едем на вокзал. Все хорошо, все с нами в порядке, все классно, мы проехали, и скоро приедем домой и будем там отдыхать, рекавери делать, Да. а мы бы искупались. Я бы искупался. Я бы искупался. Все, теперь мы автопутешественники. Мы передумали кататься на велосипедах. Всё, Продаем, кому нужен... Кому нужно два хороших велосипеда, хороших карбоновых велосипеда, правда, стоимость $3000 за каждый. обращайтесь в ЛС. Как запаковали велосипеды и добрались до вокзала. Как-то запаковали и хорошо добрались. Прекрасно. Вот так запаковали, вот так, вот так. А вот по той лестнице мы вчера спускались. Ну, с сумками. Запаковались. Вон там. Молодец. Ну что, ребятки, мы в Минске, заканчиваем наше велопутешествие. Все шикарно, проехали 700 километров, у нас это заняло примерно 8 дней, ну ладно, 7, плюс 8-й такой типа отдыхающий, расслабляющий, реанимирующий. Очень много опыта, есть что в следующем походе поменять, есть что в плане как по-другому делать маршруты. Велики тут, Славик тут, я тут, все мы тут. Колени тут. И попы наши тоже тут. Ждем чувака на машине и едем домой. Поэтому посмотрите 2 других ролика, подпишитесь на канал. С вами был Максим и Славик. Всем удачи и всем пока.